Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз. Март 2025 года. Что откроется? Что прояснится для вас в марте месяце? Секреты марта и ключи судьбы. Чему нужно уделить внимание? Жизнь наша не бывает полностью предсказуема, мои дорогие, помним об этом. И давайте будем добрее к самим себе, к собственной душе, милосерднее. Не всегда мы можем определить или запрогнозировать какие-то события, часто приходят извне какие-то новости или обстоятельства, и поэтому себя не стоит изводить по этому поводу. Или то, что когда планы наши меняются. Давайте рассмотрим через карты Таро один из альтернативных вариантов с позиции позитивной психологии. И будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Когда мы смотрим и слушаем прогнозы или расклады Таро, каждый из нас думает о своем. И я надеюсь, что вы сумеете рассмотреть вашу ситуацию с иного ракурса. И первые три карты мы с вами достанем, чему нужно уделить внимание. Может быть, что-то меняется в нашем мире, в вашей жизни. Какие-то обстоятельства уже формируются. Часто ведь так бывает, что нам часто судьба дает подсказки, но мы их не замечаем. Мы в каком-то своем фарватере движемся. А вот рассмотреть, или правильнее, вовремя рассмотреть какой-то альтернативный вариант, когда уже есть предпосылки к тому, что что-то начинает меняться. Или на работе пусть это будет касаться, или это вообще какой-то более на таком глобальном уровне ситуация на каким-то образом перекликается с событиями вашей жизни, или информация какая-то к вам приходит, которая может свидетельствовать о том, что совсем скоро жди перемен. Вот давайте посмотрим, чему же вам нужно уделить внимание, по мнению карт, в марте. Три карты. Что откроется, что прояснится для вас в марте? И две карты следующие, мы их назовем «Исполнится ли желание?», «Осуществится ли задуманное?». У нас будет две карты, это как два варианта. Вы можете загадать один, вы можете загадать оба, если есть две разных темы. Или пусть это будет один какой-то вариант, но вы можете, допустим, по срокам, в какой-то срок один загадать и потом второй. Или любой другой, что вам подсказывает интуиция. Следующая карта – неожиданности. Сфера ваших достижений, денег и работы. Личная жизнь и любовь. Итак, давайте будем смотреть, чему же нужно уделить пристальное внимание. У вас сейчас сильная позиция. Карта мага. Нечего добавить. По сути, можно уже завершать наше гадание или наш прогноз. Все стихии в руках у мага, но магами не рождаются, ими становятся путем достаточно сложного опыта, проб и ошибок. Через ошибки собственные постигает маг, чему не стоит уделять внимание, или куда он точно не пойдет, или как какая-то ситуация может в конечном итоге во что развиться и чем закончиться. Безусловно, интуиция тут дает правильные подсказки, но оттолкнемся от того, что маг – это великий практик и материалист. Что бы мы тут ни думали. Да, у него есть вот эта мечта, назовите, или какая-то цель, духовная идея, у каждого тут по-своему. Но в конечном итоге ведь он к реализации это сводит. И вот по части реализации, вот вам нужно уделить внимание, может быть, вашему проекту. Или детализировать какой-то вопрос, который что вам сейчас не дает покоя. И вы ведь можете эту ситуацию, по сути дела, решить, разрешить. Есть какие-то варианты взаимодействия или варианты решения вопросов. Вы можете, конечно, безусловно, и сталкиваться с такими людьми очень сильными, но и вы сами в таких же энергиях. Правильно договориться, правильно понять человека, прочувствовать, что же он за собой несет или что в его душе. Здесь нужно быть неторопливым. Спешка тут точно не помогает, скорее мешает. Может быть, где-то научиться считывать, слушая свою интуицию, что же, с чем пришел к вам человек. Одно дело то, что он транслирует, другое дело, что же он в реальности задумал или что он хочет получить. Или вы сталкиваетесь с персонами достаточно интересными, может быть и сильными, и тогда задать себе вопрос, а что или кто
стоит за этим человеком. Самые разные вопросы, но вы в силах ответы на них найти и, видимо, уделить чему-то внимание, как детализации, либо подумать о конкретном человеке, но быть, опять же, реалистом. Вот в первую очередь это какой-то реализм, потому что маг, практик, вот, наверное, этот момент запомните. Значит, если даже вы сталкиваетесь с людьми, значит, у них какая-то практическая цель уже преследуема, и вам ваша задача ее просчитать и каким-то образом, ну, так переложить на события вашей жизни, насколько это импонирует вам, хочется ли вам этим заниматься, хочется ли вам это продолжать, или это есть только какой-то интерес, который сегодня есть, а завтра пропал. В зависимости от этого и ваши выводы будут сделаны. Но ваша тоже сильная позиция. Я рассказываю больше с позиции таких моментов, которые, ну, может быть, не очень неприятны. Потому что мы можем ведь сказать: о, карта мага, да, мне тут все, море по колено. Но ведь это не так. Мы можем столкнуться, ну, кто-то, у кого-то будет спокойный период жизни, когда у вас все под контролем. Я вот, мои дорогие козероги, этого тоже не исключаю. Но мы находимся в разных странах, мы находимся в разных обстановках. Поэтому из самой патовой ситуации, у кого это действительно откликается в душе и это присутствует в реальной жизни, вы даже из затруднительного положения можете найти блестящий выход или решение. Точно. Королева жезлов – сильная позиция. Конечно, вы можете и столкнуться с таким человеком. Вот два сильных человека. Но королева жезлов по преданию, откуда эта сильная позиция, тоже берется. А ее несколько раз жизнь словно ставила на колени. Когда она могла достигать какого-то успеха, а потом словно касалась дна. Была какая-то безысходность, опять работа над ошибками. И вот таких пунктов, когда взлет и падение, в ее жизни было множество. И в итоге она подходит к какому-то промежутку своей жизни, когда она понимает: все, закончено, я теперь не должна себе навредить. И неважно, кто меня смотрит, сейчас мужчины или девушки. Эта энергетика, мы не по полу карту рассматриваем, а именно, что нам хочет передать эта карта, что желает сказать. Так вот, этот опыт проб и ошибок, он закалил ваш характер. Вы стали сильнее. По этой карте этому человеку доверяют. Вот и вам в течение марта будут доверять, приносить свою информацию. И вот тот черный кот, который расположен возле ног королевы жезлов, это прообраз того, что мы умеем хранить тайну, как и собственную, так и чужую. В результате нам люди больше доверяют, и значит, вы больше информации располагаете. А кто информацией владеет, тот владеет миром. Вот есть такое выражение, правда? Это всегда больше возможностей. Когда вы информативный человек, может быть, вы и сами будете искать где-то недостающие сведения или обращаться к каким-то людям за согласованием. Может быть, и к юристам будет кто-то обращаться для того, чтобы детализировать вашу задумку, намерение, как мне правильно поступить. Но все же карта говорит: не рассказывай о себе много. И этот момент перекликается с картой мага. Но нет ничего невозможного, но что-то просчитать вам определенно точно нужно. Или, может быть, открыть глаза на какую-то реальность, такое я тоже допускаю. И пусть эта реальность поначалу нам даже не нравится, но что есть в нашей жизни, то и есть. Если мы говорим 2025 год, задача адаптироваться, значит, нужно адаптироваться к тому, что есть. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы возможности видим. И для кого-то из вас вопросы личной жизни в центре внимания на протяжении всего марта. Или вторая половина, ближе к концу. Может быть и так. Но это еще и карта выбора, когда вам нужно делать выбор. Может быть, стоит выбор по части личной жизни, а может быть и по работе. Нам карты не объясняют. Два старших аркана. В середине королева жезлов. Но просчитать что-то или как собрать информацию, сделать что-то наверняка, не повторить какую-то прежнюю ошибку. Вот для вас это усилит собственные позиции и прекрасно, блестяще решить какой-то вопрос. Что откроется, что прояснится? По тузу Пентакли это всегда, опять же, возможности. Это те возможности, как туз Пентакли, прообраз зернышка, который мы садим в землю, а в последующем мы получим денежное дерево.
Что откроется? Возможности по заработку. Может быть, это предложение по работе. Может быть, вы сами ищете работу или вы хотите делать карьеру. Может быть, как новая задумка, новое творчество, новое направление в деятельности или дополнительным доходом. Ну вот есть какой-то пункт, который нужно продолжать, заниматься, развивать. И пусть это, ну, где-то в марте, еще как тоненькие корешки и вот такие робкие росточки. А в последующем это вырастет в что-то прекрасное. Вы останетесь этим довольны. И по тузу Пентаклей иногда проходит новости проходит какое-то сообщение, важный звонок или какой-то документ, который вы сумеете составить. Сама по себе какая-то возможность перед вами открывается. Может быть, открывается с предложением или с вашим инсайтом, когда вы понимаете, ага, вот мне нужно действовать именно так, а по-другому я действовать не могу. Но, наверное, быть реалистом определенно стоит, чтобы не потерять возможности, которые могут для вас означать новая точка отсчета. Может быть, и возможности по деньгам, кстати. Может быть, к примеру, если вы работаете, должны получить какой-то гонорар за проделанную работу, которую вы не получили долгое время. Вот здесь этот вопрос тоже будет проясняться. Или, кстати, что откроется, сами деньги тоже могут прийти. Но будьте внимательны, нам карта не говорит о тратах. Тут, скорее всего, вот как это дерево мы же должны вырастить. Значит, с финансами, хоть они и есть, нужно быть аккуратными. А кто знает, может быть, какая-то возможность в последующее время будет блестящая для вас. Такая, знаете, прямо вот, которую вы не должны упустить, которая многообещающая, одновременно реальная. И, может быть, это инвестиции в самого себя, и такое тоже могу предположить. Единственный момент, легкие деньги опасны на всем протяжении Плутона Водолея. То есть это, считайте, на долгий период времени. Поэтому продуманность в финансах, но и есть новые перспективы. Рыцарь мечей. Иногда это, знаете, как незваные гости или бунтарь без причины. Мы можем столкнуться с людьми, которые к нам с предвзятым отношением буквально врываются в нашу жизнь. Хотя по этой карте мы можем как раз о намерениях какого-то человека узнать. Может быть, того человека, которого мы знали долгое время, и здесь как вскрывается какая-то правда. Я не могу сказать, что мы в восторге от этой правды по рыцарю мечей. Но в хорошем смысле эта карта проигрывается, когда мы ищем истину, и мы ее находим. Поэтому вы сами можете собирать какую-то информацию для того, чтобы прояснить тот или иной вопрос. И значит, у вас это получится. Карта не говорит, что тебя это обрадует, но реалистом быть стоит. Потому что, к примеру, по рыцарю мечей мы можем столкнуться, вот как я уже сказала, с людьми с предвзятым отношением. В наш адрес может быть проявлена, допустим, ну, какая-то такая фамильярность или какие-то не очень приятные эмоции, или нас словно специально провоцируют на какие-то эмоции вот этот момент. Будьте магами и волшебниками, не поддавайтесь на такие эмоциональные всплески или на проявление, ну, психологических особенностей характера человека. Держите марку, мои дорогие козероги. Это того стоит, потому что по рыцарю мечей вот как я сказала, приходит человек с предвзятым, да, отношением, и он начинает нас словно цеплять. И мы тогда не должны, ну, какой-то конфликт, когда нам бросают перчатку, мы ее не должны поднять. Не должно быть какой-то конфронтации. С другой стороны, по этой карте к нам тоже могут приходить люди, которые выдают что-то за пафосность какую-то. Или нам предлагают что-то купить. Или для нас говорят, для тебя это откроет новые перспективы. А какие перспективы, непонятно. Часто предлагают те, которые предлагают нам во что-то вложить деньги. Вот тут будьте аккуратны. То есть выглядит на словах это все красиво, на деле это будет пшик. Вот здесь вы не можете просчитаться. Найдите дополнительную информацию. Причем будьте хладнокровны к тому, что вы слышите. Потому что здесь могут быть как и фейки, здесь могут быть и нарочито такое вот предвзятое, повторяюсь в очередной раз, ну, по-другому это не скажешь, отношение к вам. И опять же, человек преследует цель. Либо вас как-то так вот, ну, немножко ваше спокойствие нарушить для того, чтобы вы где-то совершили ошибку через эмоции. Вот ведь в чем вопрос, понимаете? И могут подавать, как спорить с нами могут. Да нет, ты ничего не понимаешь. Да это на самом деле какой-то перспективный проект. Не спорьте. Оставьте
человеку его мысли, с чем бы он к вам ни приходил. Либо с каким-то таким, знаете, грандиозным позитивом, который граничит с пафосом и обещаниями сладкими, или наоборот, он приходит с каким-то негативом. Потому что истина где-то рядом, и вы ее можете узнать, если начнете искать информацию. Повторяюсь, мы ищем истину, и мы ее находим. У кого-то может проиграться так, что нужно ехать срочно. И тогда, это как известие вы можете получить, что нужно отправиться буквально по рыцарю мечей. Рыцарь, он ведь перемещается. Но здесь нам коня не нарисовали обычно в классических колодах Таро. Здесь у нас мотоцикл или скутер. Нет, мотоцикл. Действительно, может быть, сложится такая ситуация, что вам нужно будет куда-то поехать. Может быть, и далеко, у кого-то поближе, в какую-то инстанцию, что-то согласовывать. Вы узнаете какие-то новости разного порядка. Может быть, новости где-то граничащие с законом, как вам нужно поступить. Поэтому держите марку эмоционально и дополняйте то, что вы услышите, поиском этой самой информации. Или детализируйте ее. И тогда, правда, истина какая-то перед вами открывается. Исполнится ли ваше задуманное желание или осуществится ли ваше намерение? Первый вариант. Верховная жрица. Вы знаете, если вы рассчитываете сами на себя, если вы где-то готовы пройти долгий путь и в одиночку, то, правда, ваше желание исполнится. Ведь каждый загадал что-то свое. Если вы загадали, предположим, на личную жизнь, это уже не путь в одиночку, это уже взаимодействие. А тут у нас карта мага. Вот эти две карты могут говорить о том, что вы и, допустим, ваш любимый человек, и неважно, кто это, девушка, женщина или мужчина, он тоже достаточно сильный. Сильный имеется в виду по духу. У него тоже есть какой-то прожитый опыт. И он не будет с вами соглашаться, глядя вам в рот. Вот правда, я уже, может быть, не очень красиво это звучит, простите меня за сленг, по-другому не скажешь, зато понятно. И от того, как вы найдете взаимодействие с этим человеком, будет зависеть развитие ваших отношений. Здесь могут быть отношения по судьбе. Тогда что хочет сказать карта? Может быть какой-то прекрасный союз. Но, наверное, этот союз мы пока не скажем, насколько долго он будет длиться. Ваша задача тогда суметь прочувствовать друг друга или понять, не пытаться перестраивать человека. Ведь счастье – это когда тебя понимают. Принять, может быть, человека достаточно сложного, если он вам дорог, или вас, может быть, и не обязательно в личной жизни, а когда вас сводит какая-то судьба, когда решить тот или иной вопрос. Есть ваш интерес и есть его интерес. Ну, тогда вот этот самый интерес просчитать, где заканчивается его интерес и где заканчивается ваш, и что будет дальше. Каким образом и насколько глубоко вы готовы участвовать в этом деле. Но сказать, опять же, что это будет что-то продолжительное, я не могу. Но отношения по судьбе, вот мы говорим, да, и так ведь бывает, мы часто воспринимают, что отношения по судьбе – это вот завтра под венец. Отнюдь нет. Это как люди, пусть это даже дружба, встречают друг друга для того, чтобы, ну, быть чем-то полезным друг другу. И, скорее всего, обе карты, кстати, холодные. Что маг, что верховная жрица. Это больше какая-то вот скорее духовность или взаимосвязь ментальная даже, или сам по себе интерес или заинтересованность в каком-то человеке. Но я могу предположить, что один другому может быть полезен. И тогда какой-то вопрос у вас вполне решится. Давайте откроем второй вариант. И этот вопрос может решиться, но не быстро. Рыцарь Пентаклей, я всегда говорю, это карта марафонского забега. Это когда мы наши планы детализируем, может быть, до мелочей, и будем готовы корректировать их, но мы готовы пройти тоже длительный путь. Это опять же как по Плутону лет 10-20. Может быть, и придется как искусство мелких шагов. Может быть, настроиться на что-то на длительный период. Но тогда по рыцарю Пентаклей оно того стоит. По этой карте проходят и люди, которые тоже заинтересованы, понимаете? Это может быть и ваш интерес. Я не могу сказать, что есть какая-то искренность по первому и второму варианту. Но взаимное сотрудничество в любой сфере
оно может быть. И стало быть, какую-то тему, продвижение, может быть, вашего проекта или ваша задумка. У вас есть с кем взаимодействовать. Но в первом случае будет помогать немногословность, которая буквально может быть как информацию, у вас может быть это и много информации, и может быть есть у человека определенная информация, он хочет завладеть вашей информацией где-то, вам об этом не говоря, в надежде, что вы проболтаетесь. Кстати, вот есть такой тонкий нюанс. Храните о себе тайну. Ведь прообраз Верховной Жрицы – это когда-то мы сегодня называем эту карту Верховная Жрица. А в первых колодах Таро, итальянские это были колоды, это называлось Ля Папесса. Это тот период истории, хоть и отрицается это. С другой стороны, этот факт настолько популяризирован, и книги написали, и статьи написали, и фильмы даже сняли. А истина, она все равно где-то рядом. Потому что эту историю никто не изучил детально. Или если изучили, то тогда предпочли молчать. Какое-то среднее арифметическое для всех, для нас. Так вот, тем не менее, когда-то в лоне католической церкви был не папа, а была папесса, была женщина, которая скрывала под мужским платьем свое женское начало, будем говорить так. И ей это удавалось. Поэтому тайну, вне зависимости от ваших целей и намерений, о себе много не говорите. Я, в общем-то, с этого начала. И мы с вами продолжили об этом говорить. Поэтому, ну, вы немногословные люди. Но кто знает, может быть, вам кто-то что-то доверит, а вы, ну, как историю свою. И она будет перекликаться с вашей каким-то образом историей. И вы узнаете какой-то тонкий нюанс, как вы можете решить свой очень важный вопрос. Вот я вижу, что определенно для людей внимательных будет такой пункт, будет как подсказка или как знак судьбы. Потому что на осуществление желания вашего или намерения, как и ваши действия неспешные, да, это по второму варианту, детализация, настроенность, ну, может быть, на кропотливую работу и неблизкий путь, то здесь нам помогает, когда мы умеем хранить тайну, молчание, слушать интуицию и анализировать, адаптироваться к любой ситуации. Неожиданности. Ух ты. Еще один старший аркан – император. И в неожиданностях здесь могут быть как важные бумаги, документы или то, что вам нужно поехать куда-то к чиновнику, встретиться и узнать, как работает закон, и вы узнаете, и для вас это может быть как открытие. Или вы идете согласовывать какой-то вопрос, вы тоже можете узнать какую-то новость. С другой стороны, это могут быть связаны еще с принятием новых законов, безусловно. Карта император нам говорит, нравится нам или не нравится эта информация, мы не должны этому противостоять. Или мы не должны идти против системы иерархии. А вот когда мы как раз согласовываем все нюансы и вопросы, тогда для нас закон как защита. Для кого-то из вас эта встреча с таким человеком очень важным. С одной стороны, такая ключевая персона вам может чем-то и помочь, или быть полезна. Вот я, наверное, не зря остановилась долго, раскрывая эти карты. Здесь может быть как и маг, так и император в одном обличии. Это, знаете, как представители власти, может быть и так, когда и человек умный, еще одновременно в его руках рычаги влияния. Он может решить какой-то вопрос, и вам вроде как тоже нужно решить вопрос. Но тогда может быть и так. У каждого своя игра. И дело не в том, что кто кого переиграет, а как вы сумеете найти способ договориться. Но, правда, тут чем-то, ну, как на более высоком уровне неожиданности для вас могут быть связаны. Но это, кстати, карта смены статуса, поэтому, кто знает, может быть и по личной жизни такое вполне проиграется, как дома такой император. Есть два мнения, мое и неправильное. И неважно, кто это будет, мужчина или женщина. Иногда и так проигрывается. Опять же, по полу карту не рассматриваем. А вам нужно решить или договориться с кем-то. Может быть, не буквально по дому, в семье, ну, как далекий родственник. А вам нужно, ну, какую-то такую найти стезю, когда и волки сыты, и овцы целы. И у вас есть возможности даже сложные вопросы решить. Ну, давайте мы посмотрим. Девятка жезлов уже открыла. Это как достижения ваши, деньги и работа. Девятка жезлов. И нам она говорит только об одном.
У тебя сейчас сильная позиция. Карта Великой Мощи называется в герметической колоде Таро. И девушка, вон, посмотрите, даже зажгла как будто один жезл, который, или с которым она собирается явно идти, выходить вот из-за этого забора. Она уже куда-то направилась, но делает это она продуманно. И она словно перед важным шагом первым, она закрывает глаза, она как будто готовится выйти. Словно в предыдущий период она вот была за этой преградой, но у нее что-то не получалось. Теперь мы выходим из какого-то периода ограничений, из какой-то сложной ситуации, из, может быть, сложных отношений, или по работе вы тоже набираете постепенно темп, или какие-то возможности открываются, но аккуратные шаги, искусство мелких шагов. И тут два направления. Первое, чтобы не упустить любую возможность, и второе, себе не навредить. Если что-то, для нас создает какую-то опасность, мы тоже не можем бездействовать, но это все делать очень аккуратно, элегантно, потому что всегда по девятке жезлов в классических колодах Таро нам изображен, если вы помните, воин, и у него перевязанная голова. Это о чем говорит? Что шишек ты уже где-то там набил. Поэтому вот не должно быть повторения каких-то прошлых ошибок. И это касается ваших достижений, денег и бизнеса. Какая-то перезагрузка, мои дорогие козероги. Но вы более чем ресурсные. И на деньги, кстати, тоже у вас на деньги, посмотрите, 3 одних самых лучших карт. Девятка Пентаклей – это карта самодостаточного человека. Да, я не могу сказать, что тут для всех про любовь. Совсем нет. По девятке Пентаклей часто проходят одиночки, увы. Хотя, безусловно, для тех, кто в браке, для тех, кто в паре, это просто приход денег может об этом говорить карта. Или какие-то важные согласования, подписание бумаг, или вопросы, связанные с недвижимостью, может быть, вы решаете. И тогда хорошо решаете. Есть к этому и предпосылки, и в ваших руках есть рычаги влияния, воздействия. Но для кого-то это будет проигрываться, что вот как по вашим достижениям, по вашему личному делу, или это пусть это ваш бизнес, какие-то первые шаги вы делаете, и тогда, скорее всего, вы будете заняты работой. Это не значит, что личная жизнь по боку, нет, но, может быть, период марта потребует большего времени или больше внимания уделить вопросам ваших именно достижений. И королева жезлов, мы говорили, дела, работа, бизнес и деньги где-то, увы. Но тогда есть, конечно, и аркан влюбленные, но, может быть, и сбалансировать кому-то придется. Вот энергии личной жизни и все то, что касается денег и работы. Но я должна сказать, первая карта мага, у вас все получится, вы сумеете. Какое бы ни было направление, какие бы ни были ваши намеченные цели, вне зависимости от таковых, у вас действительно, как если по картам, расклады ведь бывают разные, но у вас выпало много очень положительных карт. Я не могу сказать, что оно само по себе происходит, нет, потому что вот эти две карты, они уже сразу задают направление, и где-то аркан император несколько усложняют, потому что это реальный человек, это реальная жизнь, это те люди, которые наделены, как я сказала, полномочиями, властью, рычагами влияния. И это у вас в неожиданностях. Значит, есть какие-то моменты, у кого-то может быть важный разговор с таким человеком. Или по каким-то причинам вас сталкивает с этим судьба. Ну, вот то, каким образом себя действовать или вести, как с ним договариваться, это вот как раз где-то и будут карта мага, взаимодействие, безусловно. Ну и умение не сказать о себе больше, чем мы думаем. Понимаем, допустим, что по аркану император проходят те люди, которые умеют держать правильно диалог, умеют держать правильно паузу. Но в личной жизни я могу сказать так, что все то, что касается материальных вопросов, вот тут будет со знаком плюс. И в целом, видимо, денежная составляющая на весь март месяц, а к ней можно привести и работу, или ваше имущество, какой-то переезд, или все то, что в конечном итоге мы сводим к деньгам, то вот здесь какой-то, либо получается у вас осуществить какой-то проект, либо какие-то добрые вести, каким образом это оформить, или просто в вашей семье, может быть, за счет получения денег вашего партнера, материальное благополучие явно со знаком плюс идет вперед.
Две девятки, тем не менее, нам не говорят о тратах. Вам лишь вот как по сфере ваших достижений или работы, так же, как и личная жизнь, ну пусть сюда же и деньги. Две девятки – это преддверие перемен. И поэтому деньги, ну так больше в кубышку, как мы говорим, деньги не тратим. Может быть, вы какие-то инвестиции в себя будете делать. Может быть, вам придется куда-то поехать срочно, отправиться. Может быть, еще какие-то произойдут перемены. Поэтому будьте готовы к тому, что, ну, как пространство для вас тоже может изменить какой-то ракурс. И как возникнут новые возможности. Или деньги понадобятся, или, может быть, это понадобится для того, чтобы обустроиться на новом месте. Или подписать какие-то важные документы. У кого-то это может быть, кстати, по аркану император. Нужно закрыть кредит или закрыть какой-то платеж. Не всегда, но иногда такое тоже проигрывается. Поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.